Всем привет! Вы на моем канале Вернита Вязание. В этом мастер-классе я покажу, как связать мягкие, нежные женские носки из кашемира. Это для тех, кто не любит, когда носки колются. И вязать будем вот таким вот узором, состоящим из полосок, которые между собой переплетаются. Данные носочки я вязала из кашемировой пряжи фирмы Атрико. В составе пряжи идет 50% кашемира, 20% шерсти и в 50 граммах 320 метров. Также к данной пряже идет доп. Нить, я ее буду использовать с основной пряжей. И для укрепления пятки я также буду использовать доп. Нить, чтобы она у нас быстро не протерлась. И также нам понадобятся чулочные спицы 2 мм. Вязал я на размер 37, длина по галенку у меня вышла 15 сантиметров и длина стопы 23,5 сантиметров. Вы можете вязать на свой размер. Итак, приступим с вами к вязанию. На чулочные спицы 2 мм нужно набрать 64 петли плюс 1 для замыкания в круг и распределить по 16 петель на каждую спицу. Итак, отматываем от нити достаточно длинный конец, чтобы хватило на все 4 спицы. Помещаем нить между пальцами, как я показываю, и вывязываем сразу 2 петли. Далее я набираю третью, четвертую и так далее 16 петель. На первую спицу я набрала, далее подставляем с вами вторую спицу. И также набираем 16 петель на вторую спицу. И также набираем потом на третью и на четвертую спицу. Я набрала 64 петли по 16 петель на каждую спицу. И нам нужно добавить еще одну петлю на последнюю спицу для замыкания в круг. Далее в конце я сейчас завяжу узелок. И оставшийся кончик нити я отрежу. Далее нам нужно соединить наше вязание в круг. Для этого я переношу петлю на правую спицу и протягиваю ее через вторую петлю на правой спице. И снова петлю переношу на левую спицу. Вот таким образом мы соединили наше вязание в круг. Теперь мы приступим к вязанию первого ряда. Провязываем по следующей схеме. Вяжем 5 лицевых, 3 изнаночных, 5 лицевых, 3 изнаночных и так до конца ряда. Итак, вяжем 5 лицевых. Раз, два, три, 4, 5. И далее 3 изнаночные. Раз, два, 3. И снова вяжем 5 лицевых, 3 изнаночных. Так чередуем, вяжем до конца ряда. Я довязала ряд до конца. Продолжаем вязать по такой схеме ряды. Нам нужно связать всего 30 рядов. 30 рядов я связала. Далее мы будем вывязывать ряды по схеме, которую я сейчас вам прикреплю. Сейчас я вам покажу, как связать первый ряд по схеме, и далее вы продолжите вывязывать ее самостоятельно. Раппорт узора состоит из 16 петель. Мы будем вывязывать по кругу 4 раппорта узора. По схеме у нас первые 5 петель идут лицевыми. Итак, провязываем 1, 2, 3, 4 и 5. Далее 2 изнаночные. 1,
2. Далее провязываем изнаночную лицевую петлю 2 вместе лицевой за передней стенки. Далее по схеме идут 4 лицевые. Провязываем 1, 2, 3, 4. Далее нам из протяжки нужно вывязать одну лицевую петлю скрещенную. Провязывать я ее буду за заднюю стенку. После провязываем 3 изнаночные, как идут по схеме у нас. Мы провязали первый ряд, первый раппорт узора. Далее вяжем второй раппорт, третий и четвертый по нашей схеме. Я довязала ряд до конца первый, далее второй, и все четные ряды мы вяжем по кругу, так как у нас идут петли. Если идут лицевые, мы вяжем лицевыми, изнаночные изнаночными. Там, где мы из протяжки делали лицевую, мы также провязываем лицевую. Когда будем делать изнаночную из протяжки, то провязываем ее изнаночной. Далее самостоятельно продолжайте по схеме вывязывать высоту раппорт. Итак, я провязала 10 рядов раппорта. Дальше в 11 ряду я хотела вам показать, как из протяжки вывязать изнаночную петлю, так как у нас по схеме идет уже изнаночная там. Для начала провяжем 2 лицевые по схеме. Далее 2 вместе лицевой за передние стенки. И 4 лицевые сейчас провяжем. 1, 2, 3, 4. И теперь из протяжки будем вывязывать изнаночную петлю. Накидываем от себя протяжку, нить перед работой и вывязываем за переднюю стенку изнаночную. Вот таким вот образом. Все, и далее вяжем лицевые. 1, 2, 3, 4, 5. Все, вот таким способом мы вывязываем изнаночную. Я довязала раппорт до конца. Далее продолжаем вязать по кругу. Снова провязывая 5 лицевых, 3 изнаночных. И так чередуя провязываем до конца ряда. И высоту нам нужно связать еще 15 рядов. Я провязала 15 рядов. Далее мы снова будем по схеме вывязывать узор, но сместим его чуть-чуть правее. То есть начнем мы узор вывязывать с того, что мы переснимем с 4 спицы изнаночную петлю на 1 спицу и провяжем сразу 2 вместе лицевой за передние стенки. Итак, провязываем 2 вместе лицевой. И далее мы вяжем лицевые 4 штуки. Далее из протяжки мы вывязываем лицевую скрещенную петлю, как по узору. Снова 3 изнаночные. И вяжем 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Далее провязываем 2 изнаночные и начинаем сначала раппорт. Провязываем 2 вместе лицевой за передние стенки. И так продолжаем до конца ряда вывязывать еще 3 раппорта. Я довязала ряд до конца. В конце у меня 2 изнаночные. Далее второй ряд и все четные мы снова провязываем, как у нас идут петли. И следующий, третий ряд, нужно снова провязать 1 лицевую и 1 изнаночную с 4 спицы. Таким образом у нас узор будет уходить правее все время при вывязывании орнамента. И далее продолжаем вязать по кругу наш раппорт до конца. Я довязала раппорт до конца. Вот такой узор получился со всех сторон у нас. Если вы хотите, чтобы у вас поголенок был длиннее, то можете продолжить вывязывать по узору, как у нас идут 5 лицевых, 3 изнаночных, и он будет у вас длиннее. Далее мы приступим с вами к вязанию пятки. Чтобы начать вязать пятку, на спицу нам нужно переснять 33 петли. То есть 33 петли пойдет у меня на пятку, а 31 петля на переднюю часть.
Первые 2 изнаночные петли я возьму с 4 спицы и далее снимаю еще 31 петлю. Далее продолжим вязать полотно поворотными рядами, в лицевых провязываем лицевыми, в изнаночных изнаночными. Последнюю мы кромочно провязываем изнаночной. Итак, берем вторую спицу и провязываем первую, я лицевую сейчас провяжу, и далее вяжем лицевыми. Там, где у нас будет изнаночная петля, мы ее тоже провязываем лицевой. То есть весь ряд мы вяжем лицевой до конца. Итак, я дошла до конца ряда. Последнюю я провязываю изнаночной. Далее поворачиваем на изнаночную сторону и второй ряд будем вязать изнаночными. Первую я снимаю и далее вяжем изнаночными. И так до конца ряда. Итак, я довязала ряд до конца. Поворачиваем снова на лицевую сторону и продолжаем вязать лицевой ряд. Итак, высоту нам нужно связать 34 ряда. Я довязала полотно, вот такое оно получилось с изнанки и с лицевой стороны. Далее я разделю полотно на 3 части и к нити добавлю еще для укрепления пятки дополнительную ниточку. При помощи маркеров я разделила полотно на 3 части. С боков у меня по 13 петель, в середине 7. Теперь приступим к вывязыванию самой пятки. Провяжем сначала 13 петель первой части и 6 петель второй части. То есть всего 19 петель мы провязываем лицевыми. У нас осталась последняя петля во второй части. Мы ее провязываем с первой петлей третьей части. Провязываем 2 вместе лицевой за задние стенки. И следом следующую провязываем 1 лицевую. В этом месте поворачиваем вязание на изнаночную сторону. В изнаночном ряду первую петлю всегда мы снимаем, не провязываем. И далее провязываем 6 изнаночных. Провязали. Осталась последняя петля второй части. Мы ее провязываем с первой петлей у нас первой части, там где маркер. Провязываем 2 вместе изнаночные и еще 1 изнаночная. И в этом месте поворачиваем вязание на лицевую сторону. В лицевом ряду, как и в изнаночном, первую мы всегда снимаем. Далее провязываем 7 лицевых, но в принципе можно уже не считать петли. Нам нужно довязать до последней петли, доходя до промежутка. Сейчас вы его увидите. Вот его визуально видно. Вот этот промежуток образовался. И нам как бы нужно соединить 2 петли, провязав их 2 вместе за задние стенки. Все. И следующая тоже всегда будет лицевая. Далее поворачиваем вязание на изнаночную сторону. Первую снова мы снимаем и также вяжем петли изнаночными. Я их уже тоже не считаю. Мне нужно довязать до последней петли перед промежутком. Все, вот дошла до промежутка. И тут тоже соединяем петли, провязывая 2 вместе изнаночные. И следующая снова всегда изнаночная. И в этом месте поворачиваем вязание на лицевую сторону. По такому принципу продолжаем вывязывать нашу пятку, пока у нас не останется на спице 19 петель.
В конце, в последнем лицевом ряду, когда останется последняя петля после промежутка, мы сейчас провязываем 2 вместе лицевой за задние стенки. И далее поворачиваем на изнаночную сторону. Последний изнаночный ряд тоже в конце провязываем 2 вместе изнаночной. Итак, вот такая пяточка у нас получилась. На спицах 19 петель. Далее по бокам нам нужно поднять 17 петель с вами. Но сначала ниточка у меня находится справа. И я отрежу нить, которую брала для укрепления пятки. Она уже нам не нужна. И провяжу ряд лицевых. 19 петель я провязала лицевыми. Далее будем поднимать по этой стороне лицевой 17 петель. Итак, при помощи спицы я захожу под кромочную петлю вот таким образом и захватываю нить. Теперь перехожу ко второй и также захватываю. Вот петля у нас образовалась. Снова под петлю и вытягиваем. Вот так вот это выглядит сбоку. То есть вот так я захожу под петлю и вытягиваю. И продолжаем так набирать 17 петель. 17 петель я набрала. Переходим на переднюю часть. Тут у нас продолжается узор. Мы его вывязываем, как он у нас идет. То есть 5 лицевых, 3 изнаночных и довязываем до левой части. Итак, я провязала переднюю часть. Переходим на вторую боковую. И тут тоже набираем 17 петель. Точно так же вставляем спицу под петлю кромочную и вытягиваем. Снова оставляем, снова вытягиваем. Итак, продолжаем набирать до конца 17 петель. Петли я набрала, и этой же спицей продолжу вязать петли пятки лицевыми. Теперь для удобства я 10 петель пятки пересниму на спицу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И этой же спицей я буду вязать лицевыми 17 петель, которые мы набирали, не довязывая 2 последних петель. Я дошла до 2 последних петель и будем делать с вами убавку, провязывая 2 вместе лицевой за передние стенки. Это мы сделали убавку с правой стороны. Далее переходим на переднюю часть и провязываем переднюю часть. После переходим к левой части и здесь также будем делать убавку, провязывая 2 вместе лицевой за задние стенки. И далее продолжаем вязать лицевыми. Продолжаем делать убавки с боков в каждом ряду, пока у нас с левой стороны не останется 16 петель и с правой стороны 16 петель. Всего в общее количество петель должно остаться 63. А если такое количество петель под ваш объем не подходит, и, допустим, у вас больше объем, то можно меньше сделать убавок. То есть вы тут можете сами регулировать, как вам нужно. То есть можно либо уже сделать носок, либо шире. А во время убавок переднюю часть мы провязываем по узору, как у нас идет: 5 лицевых, 3 изнаночных. Убавки я довязала. Так они выглядят. Сейчас на одной спице 16 петель, на другой 16 и по передней части 31 петля. Закончила убавку я с левой стороны. Всего сейчас на спицах у меня 63 петли. Далее продолжаем вязать с вами по кругу. Переднюю часть мы по узору вяжем, а заднюю часть мы будем провязывать лицевыми. Вяжем также по кругу и нужно связать 20 рядов. 20 рядов я связала. Далее по серединке нам нужно вывязать один раппорт узора. Сейчас покажу, как на готовом изделии должен выглядеть вот этот узор.
посередине. То есть сначала мы провязываем 1 изнаночную, 5 лицевых, 3 изнаночных, и дальше начинается у нас наш раппорт узора. Он будет только один у нас посередине. Итак, первую петлю мы провязываем изнаночной, далее вяжем 5 лицевых. Далее 3 изнаночные. 1, 2, 3. И в этом месте мы начинаем вывязывать раппорт узора. Так, по узору у нас идет 5 лицевых. Далее 2 изнаночные. 1, 2. 2 вместе лицевой за передние стенки. И далее вяжем по узору 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Далее поднимаем и вывязываем петлю из протяжки. И снова 3 изнаночные. Все, раппорт мы закончили вывязывать. Вот, и продолжаем его высоту потом вязать. А далее сбоку мы провязываем оставшиеся 5 лицевых и последняя изнаночная. Заднюю часть носка мы провязываем лицевыми. Итак, я провязала 1 раппорт узора и еще в высоту связала 36 рядов. Я вяжу на размер 37. У меня от пятки до мыска вывязалось 19,5 сантиметров. Вы можете вязать на любой размер, регулируя количество рядов под себя. Далее мы уже приступим к вывязыванию мыска, делаю убавки с 2 сторон. Сейчас я нахожусь на передней части носка и будем делать убавку с правой стороны. Первую петлю мы просто провязываем лицевой, далее провязываем 2 вместе лицевой за задней стенки. Но сначала я хочу развернуть петли и теперь провяжу 2 вместе лицевой за задние стенки. Далее провязываем все петли лицевыми. Сначала с первой спицы и все петли на второй спице, не довязывая 3 последних петель. Я довязала до 3 петель. Далее следующие 2 петли мы провязываем 2 вместе лицевой уже за передние стенки. И следующая петля лицевая. Итак, мы сделали убавки с 2 сторон на передней части. Далее поворачиваем на заднюю часть. И здесь точно так же будем делать убавки. Первая у нас идет лицевая. Далее я 2 петли снова разверну. И провяжу 2 вместе лицевой за заднюю стенку. И далее вяжем остальные петли лицевыми до конца, не довязывая 3 последних петель. Я довязала до 3 последних петель. Снова провязываем с левой стороны 2 вместе лицевой за передние стенки. И следующая петля у нас идет лицевая. Все, мы провязали первый ряд с убавками. Далее следующий ряд мы провязываем просто лицевым без убавок. И продолжаем так убавлять. Нужно сделать 10 убавок. Чередуя ряд с убавками, ряд просто провязываем. Так, я провязала все убавки, закончила 10 рядом и пересняла петли на 2 спицы, на переднюю и на заднюю часть. Дальше нам нужно отрезать нить, оставить небольшой конец, примерно вот такой. И теперь у меня на передней части 11 петель и на задней части 12 петель осталось, и мы их сейчас будем закрывать. Я вставила нить в иголку. И теперь покажу, как будем закрывать. Итак, сейчас у меня нить находится на дальней спице. Мы переходим к передней и вставляем иголку в первую петлю снаружи вовнутрь и протягиваем. Петлю потом снимаем. Далее вставляем иголку изнутри наружу в петлю. Петлю при этом мы не снимаем. Теперь переходим к дальней спице. И точно так же. Сначала вставляем снаружи вовнутрь в первую петлю. Петлю снимаем. Далее изнутри
наружу во вторую петлю. Ее мы не снимаем. И снова переходим к передней спице и повторяем. Снаружи вовнутрь, петлю снимаем, изнутри наружу, петлю не снимаем. По такому принципу продолжаем закрывать петли до конца. Итак, я дошла до конца. В конце осталось 2 петли на задней и 1 на передней. И я их также переснимаю уже на нить. Сначала с одной спицы. И теперь две петли с другой спицы. Все, пересняла, и тут завязываем узелок. Все, теперь наш мысок полностью закрыт. При помощи крючка нить убираем вовнутрь. И вот такой красивый переход получился. Теперь наш носочек полностью готов. Второй вяжется аналогично. И на этом я с вами прощаюсь. Увидимся в следующих видео. Всем пока-пока!